Приветствую вас на традиционном субботнем 30-минутном скетче тремя цветами. Давайте выберем, что мы сегодня будем рисовать. Я, как обычно, пользуюсь генератором случайных чисел и своим заранее подготовленным списком. Итак, у меня выпало число 13, и в числе 13 у меня получается медведь. И я сгенерирую еще одно число, которое будет обозначать какую-то характеристику этого медведя. У меня выпало число 8, и под номером 8 у меня слово зеленый. Так, мы будем рисовать зеленого медведя. Ну что ж, я подумаю, что здесь можно нарисовать. А пока я ищу референсы для своей работы, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, что бы нарисовали вы. А я подумала и решила, что все-таки зеленым цветом я не буду рисовать самого медведя, но я нашла замечательный референс, на котором медведь был изображен, точнее там был не медведь, а там был зайчик, но я нарисую медведя в зеленом дождевике. Я начинаю с головки, прорисовываю округлую голову медведя. Дальше добавляю капюшончик. Снизу он у меня будет раскрываться такой как бы капелькой, а сверху будет что-то похожее на треугольничек, который закругляется снизу. Я надеюсь, вам хоть чуть-чуть видно карандаш. Сильно давить на акварельную бумагу не хочется. Вот поэтому линии делаю еле-еле. Дальше намечаю себе точечки, глазки, рисую мордочку, кружочек, там, где у нас крепится носик, да, мордочка. Можно наметить себе бровки над глазками. По треугольничку я рисую ушки торчащие из каких-то прорезей капюшона. Мне показалось, что вот так будет милее, хотя история довольно странная с торчащими из капюшона ушами. Снизу пририсовываю прямоугольничек туловища в дождевичке, а из прямоугольничка торчат плечики, да, лапки и косолапые ножки. Можно добавить на дождевик какой-нибудь декор по желанию, кармашки, пуговки. Тут уже как вашей душе угодно и насколько у вас хватит фантазии. Сегодня я буду пользоваться тремя цветами. У меня это берлинская лазурь, желтая охра и гераневая красная. Цвета не чистые, но они дадут в смесях интересные оттенки. И все цвета, которые вы видите на референсе, это все цвета, полученные смесью этих трех цветов. Я начну с самого понятного здесь цвета. Я специально взяла охру, чтобы было проще делать такого пушистика желтенького медвежонка. Поэтому здесь начинаю с самого простого цвета, который не надо смешивать. Это вот этот вот охристый желтый. Тем не менее, я к нему все равно где-то добавляю капельку красного, чтобы он чуть-чуть более такой оранжеватый становился. И в те места, где нужно сделать тень, там будет тень от капюшона, тень на шейке у медвежонка, туда буду добавлять чуть больше, чуточку, капельку синего. Вот здесь я прям раз много бухнула. Мне нужно сейчас вот эту всю историю размешивать, потому что очень не тот цвет получается. Мне нужно, чтобы в приоритете здесь все-таки была охра. Я хочу смешать темный оттенок, темно-коричневый. Для этого мне нужны все три цвета, но охра должна быть в приоритете. И я сейчас вот этим темным цветом набираю по мокрому, да, я смочила головку и набираю туда аккуратненько темный цвет, потом дальше беру уже просто чистую охру и мордочку делаю чистой охрой.
Здесь внутри мордочки я стараюсь варьировать оттенки, где-то делаю более желтоватый цвет, внизу мне хочется более оранжеватый цвет получить, поэтому я больше примешиваю красного в эту смесь, ну, всего по чуть-чуть, просто чтобы немножечко качнуть цвет в другую сторону. Добавляю розовые щечки и дальше дорисовываю уже шейку и тени на шейке. Теперь добавляю ушки, тот же самый охристый цвет, обвожу ушко по контуру и внутрь добавляю розовенькое пятнышко. Потом сплющиваю кисть, делаю ее такой лохматой, и вот этой лохматой частью кисти вытягиваю маленькие полосочки, волосочки из ушка, чтобы оно получилось лохматеньким. Дальше также охрой, пока она у нас тут есть более-менее чистая, я добавляю лапки. Здесь тот же принцип, заполняю вот этот полукруг лапки, а потом лохматой кисточкой немножко вытягиваю оттуда цвет, чтобы получились лохматые края. На ножках нижнюю часть, которая касается дождевичка, делаю чуть более темной, тоже намешиваю и красный, и синий для того, чтобы получить такой темный оттенок. А верхнюю часть, наоборот, немножко протираю, вытираю вот эту часть самой ступни, так называемой. Снизу сейчас сразу, пока влажные ножки, добавляю синий цвет, чтобы краска с ножками немножко стеклась, и получился такой эффект, как будто бы мишка в луже немножко стоит. Такой мишку бросила хозяйка. Вот там зайка, правда, тоже был. Вот, ну вот он стоит в луже, и пусть этот синий цвет стекается с цветом лапок. Они как-то друг с другом стекутся и образуют что-то интересное, неповторимое. Ну а теперь пришло время нашего замечательного зеленого дождевика. Как вы видите, я решила сделать его неоднородно зеленым. Собственно, в этом есть задумка. Совершенно не обязательно, если у вас что-то имеет собственный цвет, какой-то определенный, понятный, как здесь, например, зеленый, делать этот цвет плоским. Мы можем варьировать более теплые оттенки, то есть переходить практически в желтый, и более холодный, например, там где-нибудь в тенях или где-то еще. Мне приходится добавить еще немножко охры, потому что оказался большой у нее расход, она светлая, и оба цвета, которые у меня есть, и берлинская лазурь, и гераневые, они очень сильные и быстро забивают охру, и получается приходится добавлять еще цвет. Я сейчас немножко подсушу моего медведя для того, чтобы не так сильно у меня перетекала краска. У меня уже 14 минут прошло, как я рисую. Видео немножко ускорено, поэтому на видео прошло меньше времени. Вот, но я специально ставлю себе таймер перед глазами, чтобы я видела и не засиживалась, не заковыривалась в детальках. Итак, я смешиваю охру и голубой. Несмотря на то, что охра не чистый цвет, все равно в смеси получается довольно приятный, симпатичный зеленый оттенок. Такая натуральная зелень без химозности. Начинаю с капюшончика. Бумага у меня хлопковая, поэтому воду она держит довольно долго. Я сначала наношу несколько влажных мазков по более темным частям, а потом размываю их внутри водой для того, чтобы был такой плавный переход цвета.
я варьировала оттенки от более холодного к более теплому. Где-то даже вот прям они просвечивают такие желтые пятнышки. Цвет получается такой интересный с переходами. В тенях я делала более темные участки. И сейчас я подсушила еще раз мишку и еще раз пройдусь по теням для того, чтобы усилить их, потому что, мне кажется, они недостаточны. Я намешала темно-коричневый цвет. Для этого смешиваю все цвета, которые у меня есть. Делаю полосочку сверху по капюшону и растушевываю ее по краям. Сейчас еще добавлю внутреннюю часть капюшона темным, таким темно-сине-зеленым цветом. Можно даже немножко красного подмешать, тогда цвет будет еще более темный, такой немножко уйдет такой в коричнево-фиолетовый. Фотографируем и попробуем вытащить пиксели из отдельных мест, то какие-то будут желтыми, какие-то синими, какие-то действительно будут такие зелеными, но вместе это смотрится все цельно, как единое, и при этом объемно и интересно, многогранно. Поэтому вот такое как бы качание от теплого к холодному по цветовому кругу, оно очень помогает. Ярким красным цветом, просто чистым, добавила пуговки, решила, что неплохо было бы иметь красные пуговки на зеленом дождевике. Добавляю небольшую тень сероватым цветом, там где-то уже зачерпнула, где он у меня оставался, на мордочке, чтобы показать ее объем. И сейчас уже буду переходить к деталям, добавлять мордочку, носик. Для этого мне нужно смешать все цвета, чтобы получить такой почти черный цвет. Мне третий раз приходится выдавливать охру, потому что она заканчивается быстро. Вот. Но все-таки берлинская лазурь с красным вместе дают только фиолетовый оттенок, а мне хочется, чтобы это был не фиолетовый, а уже цвет ближе к черному. Рисую треугольничек носиком, мордочку. Чуть-чуть у меня там не подсохла краска, чуть растекается. Вернусь к этому позже. Пока что рисую глазки. Оставляю маленькие точечки блики. Несмотря на то, что там коричневый цвет, все равно они смотрятся светленько. И немножко оформляю какие-то моменты. Добавляю кармашки, швы, какие-то тени на шейку. Вот она у меня здесь немножко пропала. Добавляю, растушевываю это. И дальше двигаюсь уже к такому, к оформлению рисунка. У меня остается совсем немного времени. Ну вот, собственно, рисунок почти готов. У меня остается всего 2 минутки. Я добавила бровки, немножко улыбнула мордочку. И сейчас сделаю еще небольшой эффект, чтобы у меня все-таки не зря он стоял в дождевике и пошел дождь. Я закрываю самого мишку, чтобы его сильно не забрызгать. Конечно, можно, чтобы на него попали брызги, но я все-таки не хочу, чтобы он сильно был забрызган. Переверну его, мне так удобнее брызгать. Брызгаю немножко голубой краской. Для этого я ударяю кисточкой об другую руку, об левую руку, правой рукой ударяю, и таким образом получаются вот такие брызги. Но мне хочется пойти еще дальше и сделать все-таки, чтобы это было больше похоже на дождь. Для этого я попробую немножко подтянуть уже имеющиеся капли, пока они еще не высохли вниз. Вот я попробовала обычной кисточкой, сейчас удобнее это все-таки делать такой веерной кистью. Я как бы смахиваю их немножко вниз, добавляя эффект такой вот дождика, который идет.
Ну вот мои 30 минут закончились. У меня получился вот такой милый медвежонок в зеленом дождевике. Все по плану. Я желаю вам удачи, и творчества и вдохновения. Если вы будете рисовать вместе со мной, отмечайте меня в соцсетях, присылайте ваши работы. Я всегда очень радуюсь, когда вижу, что вы рисуете вместе со мной. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Больше моих уроков вы найдете на Boosty и Patreon. Все ссылки есть в описании канала, а больше видео по рисованию ограниченной палитры в плейлисте «Тремя цветами». До встречи в следующих видео. Пока-пока.